Каковы твои успехи? Мой лорд, нужно еще немного времени. Которого у нас нет. Прибор хоть сколько-нибудь рабочий? Сейчас посмотрю. Есть немного, мой лорд. Доставить что-нибудь небольшое из недалека, например, из Кьюмана. Он сможет. Нет. Туда я свои коробки снова точно не отправлю. Упс. А остальное-то дальше, мой лорд, иначе никуда. Ладно. Запускай. Говорит патрульный 11. Обнаружена цель. Повторяю, патрульный 11 обнаружил цель. Уничтожить! Принял. Патрульный 11. Был обнаружен мощный выброс неизвестной энергии в паре километров от нас. Снова? Отставить преследование! Исследуйте место выброса! Принял. Это портал. Из него появилась, похоже на коробку. Что это еще за чертовщина? Патрульный 11! Повторяю! Патрульный 11! Ответьте! Отправьте туда мобильную разведгруппу! Нужно выяснить, какого черта там творится, пока это окончательно не дестабилизировало нам обстановку. Смотрю, они отправили куда-то один отряд. Интересно, куда и зачем? Какая разница? Они ослабили оборону. Это идеальный шанс отомстить за нашего адмирала. Здравствуйте, дорогие зрители! Эх, а ведь до этого момента я и подумать не мог, что подобными вылазками своих коробок я способен повлиять на судьбу целого государства, а может быть даже и глобальнее. Ведь только что был изъят данный разведчик, чем была окончательно и бесповоротно запущена целая цепочка событий, началу которой до моего вмешательства даже особо и не было никаких предпосылок. Что ж, вернуть его обратно без последствий уже все равно не получится, как и не получится узнать, чем же закончилась эта история, потому что я больше не планирую отправлять свои коробки на планету в High Stage Era. Ну, по крайней мере, добровольно уж точно. Итак, патрульным 11 у нас оказался Кьюман 2709 Егерь Файфтер. Да, снова Кьюман. Надеюсь,
Другая сторона этого конфликта уже строит свою технику получше. Хотя, судя по некоторым моментам, которые я тут вижу, что-то меня заставляет в этом очень сильно сомневаться. Смотрю, далеко не всем понравилось, как я раскритиковал предыдущий набор данной серии. И я хочу сказать, что да, действительно, с тем, что то был прям худший набор, который я когда-либо собирал в жизни, я действительно сильно погорячился. Но в топ-3 он входит уверенно. И я решил откорректировать свою систему критики. Теперь я буду критиковать наборы тогда, когда вижу, что те или иные моменты я мог бы сделать лучше. И особенно, если я мог бы эти моменты сделать лучше теми ресурсами, какими располагаю. Правда, в таком случае тот набор заслуживает еще более жесткой критики. Ну, что поделаешь. На Пушкина ебнушке заменить буквально одну деталь, и она будет работать нормально. Да ладно, что-то я немного отвлекся. Итак, коробку, я думаю, пристально рассматривать смысла не вижу, потому что мы такие коробки рассматривали в предыдущих выпусках по этой серии. Так что сразу переходим к вскрытию. Внутри 2 пакетика с деталями и инструкция. Что ж, приступаем к сборке.
Ну вот и все. Мы собрали. Дополнительную постройку рассмотрим чуть позже. А пока давайте приступим к основной. Это вот такой конвертоплан. И начнем, пожалуй, с положительных моментов. Несмотря на относительно небольшие размеры модели, в ней есть функция. Если этому конвертоплану нажать на хвост, то из боков покажутся 4 дополнительных орудия. Но, к сожалению, они не стреляют. Деталь, которая их выталкивает, упирается слишком глубоко, и в итоге эти сгустки энергии просто на нее не попадают. А также Кьюман взял здесь, как мне кажется, одну из самых неудачных идей Лего. И даже если на эти сгустки нажать руками, они ни хрена не выстрелят. Кое-что другое здесь бы смотрелось гораздо лучше. А также трещотки тут мое почтение. Сдвинуть их с места... О. Почти нереально. Дайте я вам даже этот звук поближе дам послушать. Так что, если вы увлекаетесь постройкой крупных мехов, эти трещотки будут для вас самое то. А по отрицательным моментам я хочу сказать то, что при повороте винтов вперед они начинают задевать как пушку, так и кабину. И в итоге могут полностью этой самой кабиной заблокироваться. Однако, если их еще вытянуть глубже, точнее дальше в бока, то мне кажется, это будет не очень красиво выглядеть. А по всем остальным конструктивным косякам и недочетам, знаете, давайте я не буду тратить время ни свое, ни ваше на их банальное перечисление, а просто возьмем и все, что можем, те исправим. Погнали.
Итак, все, что мог исправить и улучшить, то исправил и улучшил. Хотел, конечно, отделаться малой кровью, а в итоге это вылилось в почти полную его перестройку. Но ничего, зато он выглядит теперь гораздо лучше, и функция работает безукоризненно. И даже стреляет. А также я постарался решить проблему с наклоном винтов, переложив часть нагрузки на дополнительный. Теперь это некая смесь конвертоплана и винтокрыла. Дело в том, что винтокрылья, поднимающие винты, закреплены жестко, а дополнительные винты полностью отвечают за горизонтальное движение, когда как здесь этот винт лишь вспомогательный. И возможность частичного наклона поднимающих винтов таки сохранена. Что же касается дополнительной постройки, то я ее трогать не стал. Она норм. Ну, то есть, реально, она норм. Она вращается, опускается, поднимается и тоже стреляет. Причем, она даже затайлена там. Плохо видно. Вот. Где можно было исхалтурить. Так что такое ощущение, как будто над ней даже старались больше, чем над основной постройкой. А на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И спасибо за просмотр.